Доигрались. Всем привет! Приостановка поставок машин западных брендов изменит российский авторынок. Однако их с удовольствием заменят китайские и индийские авто уже в этом году. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня анекдот. Освободившуюся нишу иностранных автомобильных марок, безусловно, с удовольствием займут самые разнообразные китайские бренды, которые уже стоят в очереди с желанием зайти на российский рынок. К нам готовы завести как бюджетные модели, так и дорогие люксовые автомобили. Китайцы не забыли и про средний ценовой диапазон. Уже сейчас на китайские автомобили в России резко вырос спрос. По последним итогам сообщается, что этот рост составил 70%. На данный момент это рекорд по продажам. Но не стоит забывать, что наряду с китайцами в России могут прийти и компании из Индии. Тем более, что к текущему моменту они уже массово производят как собственные, так и общие модели, созданные совместно с крупными европейскими или азиатскими автоконцернами. Напомним, что на фоне санкций, обвала курса рубля и событий на Украине, многие бренды начали приостанавливать в том или ином виде свою деятельность в России. Хотя им это далеко не выгодно с экономической точки зрения. Продажи автомобилей в Европе уже сейчас упали на 7%. Там тоже появились проблемы с производством, останавливаются заводы и идет вопрос о выживании бизнеса. Рост цен на топливо, электроэнергию и отказ от поставок металлов из Российской Федерации привел к резкому увеличению себестоимости автомобилей. К примеру, уже сейчас средняя стоимость нового авто в США выросла на 20%. И это только начало. Также стоит помнить, что авторынок России занимает в среднем третье место в Европе по продажам новых автомобилей. Уже сегодня в Госдуме предложили на 10 лет запретить работу ушедших компаний. У брендов есть полмесяца, чтобы вернуться. Ранее замглава Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство прорабатывает механизм ареста и национализации активов зарубежных компаний, покидающих российский рынок. По его мнению, такой подход объективен и справедлив, поскольку эти компании фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы. Но и обещанная мною шутка юмора. В Древнем Китае бани не делились на мужские и женские, но когда население перевалило за миллиард, все поняли, что это была ошибка. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забывайте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное в это сложное время – поддерживайте своих близких.